С одной стороны пролива испанский политик кричит с трибуны: «Мы не можем принимать мундиаль вместе со страной, которая на нас нападает». С другой стороны того же пролива марокканская журналистка с полумиллионной аудиторией отвечает на камеру: «Сеута марокканская, Испания слаба, вопрос только начинается». Два лагеря, два флага. Миллионы просмотров гневных роликов с обоих сторон, снятых в один и тот же день, 15 августа 2026 года. И почти никто из тех, кто смотрит эти ролики, не слышал словосочетания «Монте-тропик». А зря. Потому что пока вы наблюдаете за криком, в 350 морских милях от Канарских островов идет спор о подводной горе, богатой редкоземельными металлами, теллуром и кобальтом, сырьем, без которого не работает ни один смартфон, ни одна ветряная турбина, ни одна ракета. Всем привет! Я Алекс Макси, вы смотрите канал «Кому что в Испании». Сегодня мы не будем выбирать сторону в споре про Сеуту. Мы поднимемся на этим спором, восстановим хронологию по датам, так, как это делают при разборе любого серьезного международного инцидента. И посмотрим, что происходит на самом дне, в буквальном смысле слова. Любое честное расследование начинается не с мнения, а с календаря. Конец июля 2026. Резкий рост числа людей, пересекающих границу в районе Сеуты. Число погибших при попытке перехода превышает 60 человек. Поток свыше 50 тысяч. Заголовки взрываются. 30 июля. В представительстве США при ООН, вдали от испанских пляжей и марокканских трибун, начинается новый раунд переговоров по статусу Западной Сахары с участием делегаций Франции и непостоянных членов Совета Безопасности. Ни одна из вечерних новостных программ не ставит эту дату рядом с первой. Первая половина августа. Италия временно восстанавливает погранконтроль с Испанией, ссылаясь на миграционное давление. Фактическая, пусть и частичная, но пауза в работе Шенгена. 15 августа. Все происходит одновременно. Острое политическое заявление в Мадриде, скоординированная волна публикаций от марокканских блогеров и тихое, почти незаметное расследование издания «Эль Эспаньоль» со ссылкой на бывшего сотрудника испанской разведки о том, что кризис используется Рабатом как маневр для переговоров по морским границам. 15 августа. Это ровно тот день, когда на сцене кричали, а за кулисами подписывали документы. Самое интересное в этой истории происходит не там, куда направлена камера. Давайте познакомимся с действующими лицами этой информационной войны. Поименно, как и положено в расследовании, а не абстрактно. Кари Минет, марокканская журналистка, ведет собственный YouTube-канал. Установленный факт. В своем видео она напрямую комментирует и уточняет заявление министра юстиции Марокко Абдулатифа Уахби, доводя формулировку до более жесткой версии, чем сказал сам министр. По ее словам, в последние 24 часа наше правительство направило 3 важных сигнала. Один о суверенитете, один об экономике и один судебный. Нуреддин Маджи. По профессии это торговый представитель компании медицинского оборудования. По совместительству аналитик в новостных пабликах, посвященных текущей повестке. И это, кстати, довольно типичный профиль для подобной сети. Человек с совершенно нейтральной, проверяемой основной профессией, который в свободное время оказывается на удивление подкован в вопросах морского права и региональной дипломатии. Так вот, возвращаемся к главному. Издание «Эль Эспаньоль» называет еще нескольких человек с тем же профилем. Формально частные лица, синхронно транслирующие идентичную повестку в один и тот же день. Кто-то в роли журналиста, кто-то в роли эксперта, кто-то просто как обычный пользователь с своим мнением. У современной пропаганды больше нет пропагандистов в старом плакатном смысле слова. Есть только частные лица, у которых почему-то оказывается одинаковое расписание публикаций. Мы не станем утверждать того, чего не можем доказать. Прямого приказа сверху этим людям никто не предъявил, и категоричное обвинение в зарплате от разведки осталось бы на совести желтой прессы, а не расследования. Но задокументированный факт остается фактом. Содержательное и временное совпадение сообщений от формально не связанных друг с другом голосов – это ровно то, что криминалисты называют косвенной уликой. Одной такой улики недостаточно для приговора, но достаточно для того, чтобы
задать вопрос. И для равновесия важная деталь, о которой умалчивают на испанских ток-шоу. Заголовки с точным числом жертв, конкретных инцидентов и происшествий первых дней кризиса тоже эмоционально заряженный продукт. Тоже элемент той же войны за внимание, просто произведенный по другую сторону пролива. Метод один и тот же. Просто у одной стороны он называется государственной пропагандой, а у другой – патриотической журналистикой. Переходим к главному герою этого расследования – географической точке под названием Монте-Тропик. Это подводная гора примерно в 350 морских милях от Канарских островов. По данным Испанского научного института, здесь задокументированы залежи теллура, кобальта, никеля и других редкоземельных металлов, критического сырья для солнечных панелей, аккумуляторов и военной электроники. Не абстрактных ресурсов будущего, а конкретных элементов, без которых сегодня не собирается ни один аккумулятор электромобиля. Спор о границах здесь предельно конкретен юридически. Испания подавала заявку на расширение своей исключительной экономической зоны от Канарских островов. По Конвенции ООН по морскому праву при научном обосновании продолжения континентального шельфа зона может достигать 350 морских миль вместо стандартных 200. Марокко претендует на аналогичное расширение, но не от собственной официальной территории, а от территории Западной Сахары, которую Рабат считает своей в одностороннем порядке, тогда как ООН продолжает считать ее территорией в процессе деколонизации. Это статус, который не определен окончательно. Источник в испанских разведструктурах, на который ссылается Эль Эспаньоль, формирует мотив без обиняков. Кризис вокруг Сеуты – маневр, чтобы посадить Испанию за стол переговоров именно по этим морским границам. Причина в том, что группа иностранных инвесторов, компании из Великобритании, США и Израиля, уже работающие в водах Западной Сахары, требует от Рабата юридических гарантий, что контракты не развалятся в Европейском суде. Прецедент уже был. Европейский суд справедливости признавал недействительным рыболовное соглашение между Испанией и Марокко именно на основании неурегулированного статуса Западной Сахары. Независимо от этого источника, издание «Теобъектив» со ссылкой на академический анализ описывает ту же самую связку. Расширение зоны вокруг Монте-Тропик напрямую конфликтует с испанской заявкой, и режим в Рабате выстраивает международную риторическую поддержку именно ради этой экономической цели. Два издания, не читающие друг у друга редакционные заметки, расходящиеся по политическим взглядам, сходятся в одном и том же фактическом ядре. В журналистике это называется независимым подтверждением. И это реально то, что отличает расследование от пересказов слухов. Метод здесь редкоземельный металлы. А цель – изменить позицию Мадрида и Брюсселя по статусу территории, которую большинство зрителей этого видео до сегодняшнего дня не могли бы найти на карте. Есть еще один слой, о котором почти не вспоминают в одном контексте с редкими металлами. Энергетика. За первое полугодие 2026 года Испания экспортировала в Марокко порядка 4 тераватт-часов газа. Одновременно Марокко строит собственную инфраструктуру, чтобы снизить эту зависимость. Это терминал сжиженного газа Надор-Вестмед и перспективный газопровод, который в будущем должен связать Западную Африку с Европой в обход нынешней схемы поставок. А теперь деталь, которая в устах любого испанского чиновника прозвучала бы как случайная техническая накладка, но на самом деле обнажает всю иерархию приоритетов. Сеута и Мелилья, испанские города на этом же побережье, до сих пор частично энергетически изолированы. Работают на дорогой и грязной генерации на мазуте и дизеле. Подводный кабель, который должен был решить эту проблему, был обещан на 2020 год. Введен в строй он был с многолетним опозданием и только для Сеуты. Мелилья до сих пор остается энергетическим островом. В Испании, судя по всему, есть похожая национальная традиция – не достраивать вовремя. Просто расстояние до финиша здесь измеряется не пятилеткой, а годами опоздания на собственной территории, пока щедро и вовремя финансируются энергетические потребности соседа. Это не доказывает прямую связь с пограничным кризисом. Но это показывает фон, на котором разворачивается весь спектакль. Один и тот же регион, где инфраструктурные и ресурсные интересы годами остаются нерешенными, пока внимание прессы приковано к эмоциональным пикам на границе.
Чтобы понять, почему конфликт заходит в тупик из года в год, недостаточно назвать одного виноватого. Нужно разложить интересы каждого игрока, заявленные и настоящие. Итак, Испания. Заявленная позиция. Суверенитет и безопасность границ. Настоящий интерес – не создавать прецедент, уступки под давлением и сохранить контроль над собственной заявкой на расширение экономической зоны в периметр, который попадает в Монте-Тропик. Марокко. Заявленная позиция. Историческая справедливость и деколонизация. Настоящий интерес – юридическая определенность для расширения зоны вокруг Западной Сахары ради иностранных инвестиций в добычу. Фронт Полисарио. Заявленная и единственная декларируемая позиция – право народа Западной Сахары на самоопределение. Представитель фронта на Канарских островах Али-Салем Сиди Зейн прямо говорит изданию «Эль Диарио». У Марокко нет суверенитета, чтобы определять морские границы этой территории, и называет происходящее частью более широкой стратегии, которая, по его словам, тянется еще с года обретения Марокко независимости. Иностранные инвесторы – британские, американские, израильские компании. Здесь вообще нет риторики о справедливости. Есть только один интерес – юридические гарантии, которые не развалятся в суде через 3 года после подписания контракта. США и Израиль. Здесь стоит остановиться подробнее, потому что их позиция не абстрактна, а прописана в конкретных документах и датах. 10 декабря 2020 года. По данным Аль-Джазир и НПР, администрация Трампа объявляет о признании суверенитета Марокко над всей территорией Западной Сахары одновременно с сообщением о нормализации отношений между Марокко и Израилем. Марокко становится 4-й арабской страной в рамках соглашений Авраама. Трамп лично называет план Марокко по автономии единственной основой для справедливого и прочного решения. Советник Белого дома Джаред Кушнер прямо говорит журналистам, что признание было давно обсуждаемым и неизбежным шагом. По данным издания Мериб, сделка включала не только дипломатическое признание, но и оружейный контракт и обещание $3 миллиардов инвестиций в туризм, банковский сектор и возобновляемую энергетику Марокко. 18 июля 2023 года. По данным Израильского института, Израиль подтверждает это уже от собственного имени. Премьер-министр официально признает суверенитет Рабата над Западной Сахарой спустя 2,5 года после подписания соглашения о нормализации. Институт уточняет примечательную деталь. Само соглашение 2020 года формально не обязывало Израиль признавать марокканский суверенитет, но вопрос был настолько центральным для Рабата. Кстати, король Марокко на этот счет однажды высказался предельно откровенно. В 2022 году он прямо заявил, что оценивает отношения с другими странами именно через призму сахарского вопроса. То есть не через торговлю, не через культуру, а через одну конкретную пустыню. Так вот, возвращаясь к Израилю, что же в итоге устраивает Вашингтон и Тель-Авив? Ответ прямой. Устойчивое, международно признанное марокканское владение Западной Сахары. Потому что это их собственное официальное обязательство. И откат от него стал бы политическим унижением для обеих администраций. Плюс, по данным Fox News, значительная часть мотивации всей цепочки соглашений – это противовес влиянию Ирана в регионе. И Марокко в этой конструкции надежный союзник против Алжира, который исторически поддерживает фронт Полисарио. Устойчивость этого альянса для США и Израиля важнее, чем то, кому именно достанутся редкие металлы. Монте-Тропик. Хотя, разумеется, свободный доступ дружественных компаний к этим ресурсам совершенно точно не считается в этой сделке побочным ущербом. Франция участвует в переговорном процессе на своей территории с конца июля, но без публичной сделки, сопоставимой по конкретике с американо-израильской. Ее интерес ближе к традиционному – сохранить влияние в франкоязычном Магрибе и не дать Вашингтону монополизировать посредничество в регионе, который Париж десятилетиями считал своей дипломатической вотчиной. Уинстон Черчилль однажды заметил: у государства нет постоянных друзей и союзников, есть только постоянные интересы. Именно поэтому риторика каждой страны меняется от трибуны к трибуне. А подлинный интерес остается неизменным годами, как тот самый подводный камень, который никуда не денется, сколько бы штормов ни бушевало на поверхности. Возможные последствия. 3 сценария. Сценарий первый, текущий. Цикл повторяется.
Каждые несколько лет новый миграционный триггер, новый виток эмоций в лентах, тихие переговоры за закрытыми дверями, временное затишье до следующего триггера. Сценарий второй. Большая сделка. Испания негласно смягчает позицию по статусу Западной Сахары в обмен на долгосрочную стабильность на границе и создает прецедент, которым захотят воспользоваться другие страны со схожими спорными территориями. Сценарий третий. Интернационализация. США и Франция берут процесс под собственный контроль. Их двусторонняя логика. Мадрид-Рабат перестает быть определяющей. Вопрос решается по правилам крупных держав, а не по правилам соседей через пролив. У этой схемы есть исторический претендент, и он ближе, чем кажется. Остров Перехиль, 2002 год. Крошечный, необитаемый, скалистый клочок земли стал поводом для короткого военного столкновения между теми же двумя странами. Кстати, весь этот конфликт разрешился без единого выстрела. Испанские военные высадились на острове, задержали марокканских солдат, а через несколько дней стороны договорились вернуться к статус-кво при посредничестве госсекретаря США Колина Пауэлла. Занавес. Все разошлись по домам. Так вот, историки, разбиравшие тот эпизод постфактум, годы спустя, нашли подтекст, никак не связанный напрямую с самим островом. Схема повторяется по одной и той же структуре. Эмоциональный триггер, который приковывает внимание прессы и общества. Тихие переговоры за закрытыми дверями по вопросу, формально не связанному с этим триггером. И только спустя годы журналисты и историки восстанавливают связь, которую современники не заметили, увлеченные криком на границе. Есть старая притча о человеке, пораженном отравленной стрелой, который вместо того, чтобы вынуть ее, требует сначала узнать, кто ее выпустил, из чего сделан наконечник и какой касты был стрелок. И умирает, так и не получив помощи. Испанская и марокканская пресса 2026 года заняты ровно тем же самым. Увлеченно разбирают, кто виноват в конкретном инциденте на границе, вместо того, чтобы вытащить стрелу. То есть спросить, кому вообще выгодно, чтобы этот вопрос оставался открытым. Разница между 2002 и 2026 – скорость. Тогда для формирования общественного мнения требовались недели работы традиционных медиа. Сегодня синхронная сеть аккаунтов формирует нарратив за часы. Здесь стоит остановиться и провести черту, потому что легко увлечься красивой версией событий и выдать желаемое за доказанное. Отдельные издания утверждают, что переговоры зашли значительно дальше, вплоть до обсуждения уступки части вод Канарских островов в обмен на временный отказ Марокко от претензий на Сеуту и Мелиллу. Это серьезное утверждение против действующего правительства, и оно исходит из одного источника без подтверждения независимым изданием. Мы говорим об этом прямо. Это версия, а не факт. И мы не выдаем ее за больше, каким бы соблазнительным ни было это сделать ради красивого финала. И второе, что важно признать честно. Гуманитарный кризис на границе – не постановка ради месторождения. Люди, которые пересекают пролив, коллапс медицины и правопорядка в Сеуте реальны и задокументированы отдельно от любой геополитической схемы. Ни одна подводная гора с редкими металлами не окупает ни одной реальной трагедии на границе. Оба факта существуют одновременно, и признание одного не отменяет другого. Давайте подведем сухой остаток нашего расследования. Мы не нашли доказательств того, что кризис в Сеуте был искусственно организован ради одной подводной горы. Такое прямолинейное обвинение было бы упрощением, недостойным серьезного разговора. Но мы нашли систему, в которой государственная риторика, скоординированная сеть частных голосов в соцсетях и вполне реальные экономические интересы вокруг редких металлов усиливают друг друга синхронно, по датам, по названным именам, даже если формально никто никому ничего не приказывал. Толеран однажды заметил, что язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли. У современной политики появился инструмент получше языка. Распределенная сеть голосов, которая говорит вместо дипломата, оставляя ему возможность формально не сказать ничего. Граница в 21 веке – это больше не просто линия на карте, которую защищают армии. Это валюта. Ей торгуют, ее замораживают, ее используют как рычаг в переговорах о вещах, которые с этой линией визуально никак не связаны.
будь то рыболовные квоты, поставки газа или кобальт на дне океана. И пока два лагеря кричат друг на друга с разных берегов пролива, единственные, кто по-настоящему спокоен, это подводная гора и инвесторы, терпеливо ожидающие своих юридических гарантий. Как вы думаете, должна ли пресса разделять гуманитарную и геополитическую повестку или показывать их вместе, как мы попытались сделать сегодня? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал «Кому что в Испании». Мы не выбираем сторону крика, мы смотрим на дно. С вами был Алекс Макси. Un beso, un abrazo y hasta pronto, amigos.